Привет! Сегодня я вам предлагаю обсудить не менее интересную тему, и думаю, что она для многих из вас будет актуальна. Что делать и как можно двигаться, когда базовый гардероб у вас уже есть? С удовольствием поделюсь моими советами и надеюсь, что это видео вас вдохновит и понравится. Наверняка многие из вас уже смогли разобраться со своим базовым гардеробом, особенно если давно смотрите мои видео, и я совершенно не просто так уделяю особое внимание именно базовым вещам, потому что стиль начинается именно с них, и рано или поздно вы все равно придете к тому, что да, мне не хватает именно простых вещей в моем гардеробе. Поэтому на моем канале очень много полезных заметок именно о базовых вещах, и если вы сейчас находитесь в моменте создания своей базы, я очень рекомендую пересмотреть плейлист «Базовый гардероб». А те, кто уже составил свою базу, вы наверняка сталкивались с вопросом, а что делать дальше? И на самом деле здесь очень много вариантов, как можно дальше развиваться и работать над личным стилем. Но сегодня я для вас выбрала 5 основных. И так как тема обширная и все в одном видео не рассказать, и если я увижу интерес с вашей стороны, то, конечно, запишу еще советы по данной теме. Я бы хотела начать с очень интересной заметки, то есть когда у вас уже есть базовый гардероб, и вы точно знаете, какие вещи базового дизайна в вашем гардеробе постоянно, регулярно используются, и вы их купите заново после того, как они износятся, и несмотря на тренды, все равно эти вещи будут в вашем гардеробе. Здесь я бы советовала бы потихоньку повышать качество таких вещей. Замечу, что качественно выполненные вещи — это совсем не обязательно вещи, купленные задорого. И сейчас, как никогда, существует масса альтернативных вариантов покупки вещей. Я обязательно запишу на эту тему отдельное видео. И качественно выполненные вещи, они, конечно, служат дольше. Это всегда хорошая ткань, хороший, например, подклад. Качественно выполненные вещи чаще всего имеют более точный дизайн как в общей форме, так и в деталях. И, конечно, особое внимание я бы уделила качественным вещам в базовом гардеробе именно в плане верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Качественно выполненные вещи имеют отличный натуральный состав, и в любом случае, естественно, важно качество, а не количество. И, например, если вы понимаете, что в вашем гардеробе отлично работает базовый черный пиджак, то почему бы не заменить его на пиджак, может быть, чуть более высокого качества. То есть это отличный ход повысить качество своих базовых вещей. Когда база уже у вас есть, дальше что можно сделать, это поэкспериментировать с силуэтом или дизайном привычных для вас вещей. Например, вы в своем базовом гардеробе всегда используете черную юбку миди А-образного силуэта. Попробуйте в свой гардероб добавить юбку, может быть, другого силуэта, чуть более прямую, или юбку, где будет разрез, может быть, юбку из непривычной для вас ткани, например, из кожи, может быть, это будет юбка на запах и так далее. То же самое касается джинсов или брюк. Вы всегда используете узкие джинсы. Попробуйте добавить другой силуэт, может быть, обратить внимание на джинсы прямой формы или джинсы клеш, или, может быть, попробовать более широкие варианты. И про джинсы я записывала вам отдельное видео, рекомендую его пересмотреть. Плюс еще одно видео про синие джинсы, и здесь это уже на тему сочетаний, также оставлю ссылку, пересмотрите, оно тоже очень интересное.
То же самое с брюками. Например, вы всегда носите прямые брюки в мужском стиле. Попробуйте другой силуэт добавить, например, в свой гардероб брюки более широкие. И опять же, можно поиграть с силуэтом и более интересным дизайном, в том числе и с вещами для верхней части тела или с верхней одеждой. Это позволит разнообразить ваш гардероб. Например, вы всегда в своем гардеробе используете пиджак исключительно прямого кроя. Попробуйте добавить пиджак, например, песочные часы, если вам подойдет по фигуре. Или, например, вы используете в своем гардеробе всегда платье определенного силуэта. Попробуйте поиграть и добавить платье другой формы. Также свой гардероб можно усложнить за счет цветовой гаммы, то есть добавить вещи более нестандартных и интересных оттенков. Здесь, внимание, нужно подумать, какие цвета в вашем гардеробе являются основными, какие дополнительными, и на этом фоне какие оттенки смогут максимально гармонично вписаться в то, что уже у вас есть. Это касается абсолютно всех вещей, и верхней одежды, одежды вверх, одежды низ, платья, сумки, обувь, аксессуары и даже цвет вашего лака для ногтей. Если возьмем на моем примере, я чаще всего в своем гардеробе использую 3 цвета: черный, белый, голубой. И чтобы разнообразить мой гардероб, я добавляю оттенки, например, светло, сложно, серо-голубых или темно-синий очень хорошо подходит в мою цветовую гамму. Также болотистые, зеленые оттенки. Это могут быть вещи, например, ярких цветов, или, как видите, сейчас я добавила нестандартный для меня оттенок лака для ногтей. Он имеет очень сложный, интересный оттенок зеленого, что тоже очень хорошо смотрится, например, в схеме черный, белый, голубой и такой вот зеленый, или просто черный, белый, зеленый. Да, это маленький акцент, но именно он порой может изменить ваш образ и сделать его более интересным и сложным. Далее, было бы здорово начать оттачивать свои сочетания. Вообще тема стайлинга вещей, она очень обширная, очень сложная, серьезная, потому что действительно существует масса различных стилистических приемов, как комбинировать свои вещи. И я говорила о стайлинге вещей в моем видео «Как создать гармоничный образ». Я рекомендую его пересмотреть, переслушать несколько раз, потому что тема действительно, которая заслуживает внимания, и здесь нужно немножко послушать и осознанно подойти к стайлингу. Цветовая гармония в образе — это очень важно, и здесь даже в простой цветовой схеме, кстати, концепция цветовых схем, здесь я первопроходец, все очень просто, но мне действительно удалось предложить вам конкретные цветовые схемы, которые работают на каждый день, и в этой связи рекомендую пересмотреть видео «3 цвета, много образов». И еще есть одно видео очень интересное на моем канале, и вы очень часто спрашиваете про яркий цвет, то есть у меня есть отдельное видео о том, как сочетать яркие вещи в своем образе, тоже рекомендую. И даже в стандартной цветовой схеме можно экспериментировать и находить новые сочетания. Например, мы все с вами знаем, черный, белый, синий замечательно работают, и обычная расстановка — это черный пиджак, белая футболка, синие джинсы. Но если мы с вами совершенно по-другому расставим эти цвета в образе, и, например, синие джинсы будем сочетать с черной футболкой и с белым пиджаком, будет совсем другой, новый, нестандартный эффект, и это очень любопытно. Вообще вся механика действий, как создать гармоничный образ, как добиться цветового баланса в своем образе, есть в моем курсе. Я все подробно описываю, 150 наглядных примеров, все очень просто, конкретно, четко и емко, и очень рекомендую его пройти.
не ленитесь, он действительно вам поможет стопроцентно выглядеть стильно и более уверенно. Вы поймете все стилистические секреты, как вообще можно двигаться и расставлять вещи в своем образе. И даже если вы думаете, что вы все уже знаете, нет, я вас уверяю, в курсе вы найдете для себя новую, ценную, полезную информацию. Это знания вне времени, которые однозначно работают. И я вам предлагаю зайти на страницу моего курса annayakimenko.com, раздел «Курсы», потому что мы работали над новой страницей, ее полностью переделали, и сейчас информация более емкая, более четкая, поэтому есть отзывы, которые вы можете прочитать. Приглашаю зайти на мой сайт. И выйти на нестандартные, более интересные, более сложные сочетания, это, конечно же, очень помогает разнообразить ваши обычные базовые комбинации на каждый день. Дальше, как можно двигаться, как вариант, это начать нарушать правила. Это зона экспериментов абсолютная и очень такая тонкая игра, и здесь я всегда подчеркиваю. Одно дело – это когда вы нарушаете правила осознанно, и совершенно другая история, когда вы нарушаете правила просто потому, что не знаете и не понимаете, как они работают в базе. Призываю вас различать, потому что это две разные вещи. Что значит нарушать правила в гардеробе? Ну, например, мы все с вами знаем, что под белую рубашку или белую футболку мы с вами носим белье телесного цвета. Это базовое правило, которое однозначно работает. Но как можно нарушить? Это надеть под, например, белую рубашку нижнее белье черного цвета или даже нижнее белье яркого цвета. Здесь нужно понимать, что вы это делаете осознанно, идете против всех правил, и, конечно, нужно чувствовать, насколько это вам действительно отзывается, насколько такая игра про вас, насколько это вам комфортно. То же самое, например, под черные вещи мы с вами всегда надеваем темное или черное нижнее белье, но здесь можно нарушить правила и как вариант под черную шелковую рубашку надеть кружевное бежевое белье. Это такая очень интересная, нестандартная игра. То же самое относится к таким комбинациям, которые вы видите. Например, пиджак плюс шлепки или брючный костюм плюс шлепки или сандали. То есть за счет необычной обуви, нелогичной обуви, как раз таки градус такого слишком классического, слишком выверенного образа, он снижается, и в общем и целом это позволяет вашему образу быть не совсем базовым, не совсем стандартным, не совсем тривиальным, и это очень интересно. Здесь, кстати, может быть очень много таких тонких, нестандартных примеров. Как вариант, мы все с вами знаем, что колготки не используют с открытой обувью, но вы, наоборот, делаете такой образ, и у вас, опять же, брючный костюм, колготки и босоножки. Или мы с вами знаем, что белый и желтый металл не принято сочетать в одном образе, но вы намеренно добавляете такой микс и спокойно сочетаете. Это, конечно, сфера экспериментов, здесь надо очень, опять же, тонко чувствовать, но когда вы выходите на не совсем логичные грани, комбинации, контрасты, тогда в итоге и получается уникальный образ. Также рекомендую пересмотреть видео «Как разнообразить гардероб». Мы там с вами тоже обсуждали, как можно двигаться в своем базовом гардеробе. Ну и в принципе, когда вы, конечно, уже достигли определенного дзена в своем базовом гардеробе, вам стало все ясно и понятно, вы полностью разобрались со своими базовыми вещами, тогда, конечно, можно выходить на
новый уровень познания себя, своего стиля и экспериментировать. Но призываю вас делать это с умом, то есть не просто начинать внедрять в свой гардероб какие-то интересные, нестандартные вещи. Здесь как раз-таки речь идет о добавлении буквально нескольких вещей, которые помогут разнообразить ваши образы на каждый день и усложнить ваш базовый гардероб. То есть все-таки двигайтесь осознанно. А если вы не хотите экспериментировать и прекрасно чувствуете себя в базе, это тоже абсолютно нормально. Единственное, если все-таки немного захочется разнообразия, я бы советовала бы здесь двигаться именно в сфере сочетаний и, например, для стандартных цветовых схем придумывать нестандартную расстановку и, конечно же, сочетать свои вещи на контрасте стилей. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной. Надеюсь, мои советы окажутся для вас полезными. И отдельное спасибо за идеи для новых видео, потому что во вкладке сообщества на моем канале YouTube я делала пост и получила много интересных ответов. Обязательно возьму их на заметку. Естественно, как обычно, жду комментарии к этому видео. Мне всегда интересно ваше мнение, ну и мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видео. Я вас всех целую, обнимаю, желаю отличного настроения. До скорой встречи и пока-пока!